Как питаться вкусно и дешево. Я никогда не забуду тот вечер, когда, стоя в кухне с пустым холодильником и бумажником, с которым оставалось всего лишь 37 рублей, я вдруг поняла – голод не враг, а учитель. И если ты не боишься его, он научит тебя волшебству. Тот вечер стал для меня началом странного, почти мистического путешествия, где каждая луковица превращалась в сокровище, каждый кусочек хлеба – в драгоценность, а кухонная плита – в алтарь, на котором я приносила жертвы скуки, расточительству и страху перед бедностью. Я не просто стала экономить, я стала играть, как ребенок, который вдруг обнаружил, что из 3 палочек, камешка и старой тряпочки можно построить целый замок. И этот замок оказался вкуснее любого ресторана, дороже любого банкета и свободнее любого меню, составленного шеф-поваром с золотыми пуговицами на пиджаке. Сначала я думала, что все дело в расчетах, списках, в акциях и скидках, но очень скоро поняла – настоящая экономия начинается не в магазине, а в голове. В голове, где нужно убить 2 чудовищ. Первое – это страх, что дешево значит плохо, а второе – лень, которая шепчет, что проще купить полуфабрикат, чем варить суп из костей, которые тебе дали бесплатно на рынке. Я стала ходить на рынок не тогда, когда мне хотелось есть, а тогда, когда торговцы начинали упаковывать остатки. Это время, за час до закрытия, стало моим священным ритуалом. Продавцы, уставшие, но добрые, видя мою искреннюю заинтересованность, стали давать мне то, что не успели продать. Чуть помятые помидоры, которые идеально подходят для соуса, слегка подвявшие перцы, из которых получается восхитительная икра, и даже кусочки мяса, которые они резали для фарша, но не доделали. Я платила им не только деньгами, но и вниманием, спрашивала, как лучше приготовить, рассказывала, что придумала в прошлый раз. И они отвечали мне не снисходительно, а с уважением, ведь я не просто покупала, я участвовала в их мире, в их труде, в их искусстве. Однажды мне дали целую коробку моркови, которую не успели продать. Она была слишком тонкой, слишком кривой, слишком непрезентабельной для прилавка. Я принесла ее домой, как будто это был клад, и провела целый вечер, нарезая ее тончайшими ломтиками, маринуя в уксусе с медом, перцем и чесноком, а потом закатывая в банки. Эти банки стали моим секретным оружием. Я добавляла эту морковь в салаты, в супы, даже в бутерброды, и каждый раз она вызывала восторг у гостей, которые не верили, что это стоило мне всего лишь 5 минут разговора с продавцом и 20 минут кухонного труда. Я научилась видеть потенциал там, где другие видят отходы. Хлеб, который начал черстветь, не мусор, а основа для панцанеллы или гренок с чесноком и травами. Огрызки сыра, оставшиеся на дне упаковки, не повод для сожаления, а возможность сделать соус, который превратит самую простую пасту в шедевр. Кости от курицы, которые большинство выбрасывает, не отбросы, а основа для бульона, который потом станет супом, соусом, основой для ризотто или просто чашкой уюта в холодный вечер. Я стала вести дневник, не кулинарную книгу, а именно дневник, где записывала не только рецепты, но и истории. Кто дал мне продукт, за сколько, что я чувствовала, когда готовила, какие ошибки делала. Однажды я сварила кашу из просроченной чечевицы, которую купила за бесценок. Она была горькой, неприятной, и я чуть не вылила ее в раковину, но вспомнила, что где-то читала про добавление меда и корицы и решила рискнуть. Результат превзошел все ожидания. Каша стала не просто съедобной, а волшебной, теплой, уютной, такой, что хочется завернуться в плед и есть ее медленно, наслаждаясь каждой ложкой. Я поняла, что ошибка – это не провал, а подсказка, которую дает тебе жизнь, если ты умеешь слушать. И чем чаще я ошибалась, тем увереннее становилась, ведь каждая ошибка учила меня чему-то новому, открывала дверь в еще один уголок кулинарной вселенной, о котором я раньше даже не подозревала. Я научилась планировать, но не так, как учат в журналах, с таблицами, графиками и списками на неделю вперед. Мой план был живым, гибким, как река, которая обтекает камни. Я покупала то, что было дешево сегодня, а не то, что должно быть в рационе. Если картошка стоила в 2 раза дешевле, чем обычно, то я варила картофельный суп, делала пюре, запекала дольками с розмарином. Если капуста была в избытке, то я заквашивала ее, тушила с грибами, делала начинку для пирогов. Я не боялась повторений, наоборот, я искала в них красоту. Один и тот же суп можно сварить 10 разными способами, если менять специи, добавлять разные овощи, подавать с разными гарнирами.
Я перестала гнаться за разнообразием ради разнообразия. Я искала глубину, насыщенность, смысл в каждом блюде. И чем глубже я погружалась, тем больше понимала, что вкус не в дорогих ингредиентах, а в любви, времени и внимании, которые ты вкладываешь в еду. Однажды ко мне пришли друзья, те самые, которые раньше ходили в модные рестораны и презирали домашнюю еду. Я накрыла на стол то, что у меня было: суп из куриных костей с лапшой, который я сама раскатала из муки и яйца, салат из маринованной моркови и свежей капусты, запеченные яблоки с медом и грецкими орехами, которые я нашла на распродаже. Они ели молча, с закрытыми глазами, а потом один из них сказал: «Ты знаешь, я никогда не ел ничего вкуснее». Я улыбнулась, не от гордости, а от счастья, потому что поняла, я нашла то, что искала. Не просто способ экономить, а способ жить полнее, ярче, вкуснее, несмотря на ограничения. Ограничения, кстати, оказались не врагами, а союзниками. Они заставили меня думать, изобретать, экспериментировать, и именно в этих рамках я обрела настоящую свободу. Я перестала бояться гостей. Наоборот, я стала звать их чаще, потому что каждый раз это был вызов, игра, праздник. Я говорила: я жду вас в субботу, у меня будет ужин из того, что я найду на рынке за 200 рублей. Они приходили с любопытством, с легким скепсисом, а уходили с восторгом и просьбами поделиться рецептами. Я не просто кормила их, я дарила им открытие, показывала, что бедность – это не приговор, а возможность, что вкус не продается в магазинах, а рождается в руках, в сердце, в голове. Я научилась делать сыр из молока, которое вот-вот испортится, хлеб из остатков зерна пшеницы, соусы из овощной кожуры, которую все выбрасывают. Я варила компоты из косточек вишен, делала паштет из печени, который никто не хотел покупать, делала пироги из яблок, которые были слишком маленькими для продажи. И каждый раз это было маленькое чудо, не потому что еда была идеальной, а потому что она была живой, настоящей, сделанной с любовью и умом. Я не скажу, что это легко. Иногда бывает трудно, утомительно, хочется сдаться, купить готовое, забыть обо всем. Но именно в эти моменты я вспоминаю тот вечер с 37 рублями, и мне становится стыдно не перед собой, а перед той девушкой, которая тогда стояла у холодильника и не знала, что внутри нее есть целая вселенная вкуса, ожидающая своего момента. Я поняла, что экономия – это не про лишение, а про осознанность. Про то, чтобы видеть ценность там, где ее не видят другие. Про то, чтобы не тратить деньги на то, что можно сделать самому, не покупать иллюзию роскоши, а создавать настоящую роскошь из простых вещей, из остатков, из того, что другие считают мусором. Я научилась радоваться не ценнику, а процессу, как ребенок, который играет с песком и строит из него замки, не думая о том, сколько нужно потратить на песок, а думая только о том, как сделать башни выше, стены крепче, ров глубже. Я не призываю вас отказаться от всего и жить как аскет. Я призываю вас посмотреть на свою кухню другими глазами. Увидеть в ней не место для рутины, а мастерскую, где вы художник, алхимик, волшебник. Начните с малого, с одной вещи, которую вы обычно выбрасываете, но можете использовать. С хлеба, который стал черствым. С овощей, которые начали вянуть. С костей, которые вы отправляете в мусорное ведро. Превратите их во что-то вкусное, необычное, свое. Не бойтесь ошибаться. Ошибки здесь не наказуемы, они обязательны. Каждая ошибка – это шаг к мастерству. Каждый провал – это повод для нового открытия. Каждый эксперимент – это маленькая победа над скукой, страхом, безвкусицей. Вы не просто научитесь экономить, вы научитесь жить вкуснее, насыщеннее, интереснее. Вы перестанете зависеть от ценников, от рекламы, от моды на еду. Вы станете свободны, потому что ваша кухня будет принадлежать только вам, вашим рукам, вашему воображению, вашему сердцу. Попробуйте не завтра, не на следующей неделе, а сегодня. Откройте холодильник, посмотрите на то, что вы собрались выбросить, и спросите себя: а что я могу из этого сделать? Не ищите рецепт в интернете, придумайте сами. И когда вы сядете за стол, попробуйте то, что получилось, и почувствуйте вкус. Не просто вкус еды, а вкус победы, вкус свободы, вкус жизни. Вы поймете, что я говорила правду. Что голод – это не враг. Что бедность –
это не приговор. Что кухня – это не обязанность и еда, это не просто еда. Это волшебство. И оно доступно каждому, даже тому, у кого в кошельке всего 37 рублей. Потому что именно там, на дне, в темноте, в пустоте, рождается самое яркое, самое настоящее, самое вкусное чудо. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.